Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Женатан. В сегодняшнем видео я расскажу и покажу вам, как сделать днище для нашей дубовой бочки, какой фрезой снять фаску на этом самом днище и как наше донце установить в саму дубовую бочку. Сегодня мы с вами сделаем днище для дубовой бочки объемом 50 литров. Вот для этой бочечки мы с вами сделаем днище. Ссылаясь на тот же ГОСТ 8777 80-го года, и мы видим, что на бочку объемом 50 литров для клепок днища можно взять доску шириной 50-165 мм и толщиной 19 мм. В данном случае я использую вот такие 4 доски, наверное, шириной от 85, самая узкая, и до 115 мм самая широкая. Причем, если вы используете доски разной ширины, нужно доски, те, что имеют ширину меньше, ставить внутрь, а доски, те, что имеют ширину побольше, ставить снаружи. Толщина данных досок, если вот измерить штангелем, равняется 19,5, ну, даже может ближе к 20 мм. Вот наша бочка. Для начала нам нужно выложить все наши доски и сделать, так как говорится, примерку, чтобы мы видели, как наши доски будут ложиться на дно и в наше днище не попал какой-либо дефект или изъян. Мы видим, что у нас полностью перекрывается бочка, если изнутри глянуть. Теперь мы берем и обычным карандашом намечаем места, где мы будем соединять наши доски посредством или металлических направляющих, или же деревянных направляющих, для того, чтобы срастить наш донный щит. Для того, чтобы срастить наши доски, я пока вот эти две уберу, нам нужно вот здесь, где намечены наши места сращивания, нам необходимо просверлить строго посередине отверстие диаметром равным диаметру нашего направляющего штифта. Я использую в качестве направляющих вот такие вот нержавеющие прутки диаметром 2 мм. Зная, что толщина нашей доски равна 19 мм, мы берем обычное сверло на 9 и строго по центру наносим нашу линию. В одном месте и в другом месте. Намечаем. И вот в этих двух местах надо просверлить два отверстия диаметром 2 мм. Теперь нам нужно то же самое сделать в ответной доске, только с двух сторон. Здесь нам нужно 2 отверстия сделать, здесь 3. Теперь мы забиваем наши направляющие штифты в данное отверстие. И устанавливаем ответную доску.
Вот таким вот образом я сращиваю свои донные щиты. Аналогично мы поступим со следующей доской, потом еще со следующей. И так, пока не наберем полностью наш донный щит. Вот я уже срастил все доски нашего донного щита. После этого мы берем шлифовальную машину и зашлифовываем плоскость нашего щита. Для того, чтобы не было зазубрин, потому что когда мы сращиваем, доски могут быть разной толщины, там плюс-минус полмиллиметра, миллиметр. И для этого мы зашлифовываем, чтобы у нас с двух сторон была полностью гладкая поверхность. Для того, чтобы нам сделать само днище для нашей бочки, нам нужно узнать точный его размер. Чтобы вычислить радиус нашего днища, нам необходимо длину окружности внутри уторного паза разделить четко на 6 частей. Для больших бочек я это делаю с помощью вот такого циркуля. Для бочек поменьше с помощью вот такого маленького циркуля. На нашей бочке мы карандашом наносим любую отметку. Это начальная точка нашего отсчета. Берем циркуль. Для начала примерно выставляем наш предполагаемый радиус, ну плюс-минус. Ставим в нашу начальную точку и начинаем считать. Нам необходимо, чтобы ножка циркуля четко совпала с нашей начальной точкой. Все, вот получается радиус больше. Значит, мы уменьшаем радиус между нашими ножками. И снова. И таким образом мы считаем до тех пор, надо еще уменьшить. Считаем до тех пор, пока ножка нашего циркуля не попадет точно в нашу начальную метку. Вот наша начальная точечка. Мы ставим ножку циркуля на дно уторного паза и начинаем высчитывать наш радиус нашего днища. В конечном итоге вот наша ножка четко попадает в начальную точку. Значит, наш радиус высчитан правильно. Мы берем наш циркуль с нашим радиусом и на донном щите наносим размер нашего будущего днища. Теперь нам остается вырезать днище лобзиком и сделать на нем фаску. Вот такое вот днище у нас получилось. Нам осталось сделать фаски, и можно его ставить на нашу бочку. Чтобы сделать фаски на нашем днище, я использую вот такую вот кромочную фрезу с углом 60 градусов. Фреза имеет обкаточный подшипник, хвостовик диаметром 12 мм. Для снятия фаски можно использовать обычный ручной фрезер с цанговым патроном 12 мм. Мы закрепляем нашу фрезу в нашем патроне и выставляем необходимую нам высоту. В данном случае толщина нашего донного щита равняется 19 мм. Нам необходимо с торца оставить полоску шириной 2 мм, для того, чтобы она зашла в уторный паз.
Для этого нам нужно выставить высоту нашей фрезы примерно 8-8,5 мм. 8,5 умножить на 2, это равняется 17 мм. 19 мм толщины щита минус двойную фаску 17 мм. В итоге мы получим ту самую полоску шириной 2 мм. Для того, чтобы нарезать нашу фаску, нам необходимо наш донный щит надежно закрепить к столешнице с помощью вот таких вот зажимов. И, используя ручной фрезер, можно нарезать нашу фаску. Мы ставим наш фрезер на наш донный щит и начинаем фрезеровку и снятие фаски. Это, в принципе, неплохой способ формирования фаски на нашем донном щите, но у него есть один большой недостаток. Нам постоянно нужно будет попускать наши зажимы и проворачивать наше днище. Поэтому я себе сделал стационарный станок для снятия фаски на нашем днище. Для своего стационарного станка по нарезанию фаски я использую вот такую вот цангу от большого фрезерного станка. Ту же самую фрезу. Цанга, кстати, тоже на 12 мм. И вот здесь в столешнице сделано отверстие и установлен цанговый патрон с вот такой вот зажимной гайкой. Можно было бы просто установить обычный фрезер, но мы, как говорится, не ищем легких путей. И поэтому было принято решение сделать самодельный станок для нарезания фаски. Был сделан корпус подшипниковый, куда смонтирован цанговый патрон. В станке использован двигатель от стиральной машины автомат, ременная передача, там он натяжная планка для ремня. И вот таким вот приспособлением я нарезаю фаски на своих днищах. В данный цанговый патрон я устанавливаю ту же фрезу, что и на фрезере. А саму высоту выступания фрезы над уровнем стола я выставляю самим патроном. То есть, если мне нужно поднять или опустить фрезу, я попускаю зажимную гайку, выставляю необходимую нам высоту. Вот, к примеру, 8 мм. И зажимаю зажимную гайку. Итак, друзья, мы сняли фаски на нашем днище. У нас осталась полоска шириной 2 мм. Теперь нам остается только вставить наше днище в нашу дубовую бочку. Для этого нам нужно сбить два верхних обручи. Мы берем наше днище и вставляем в нашу дубовую бочечку.
наше днище встало в повторный паз, теперь можно полностью набивать обруч. Надеваем второй обруч и тоже осаживаем. Мы набили обручи. Наше днище стоит в нашей бочке. На сегодня работа закончена. Я сделал второе донце. Вот оно стоит. Теперь нам осталось зашлифовать бочку понаружи и сделать на нее чистовые обручи. Но об этом в следующем видео. Кому понравилось видео, как делать днище, как снимать фаску и устанавливать днище в бочку, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!